Здравствуйте, Овны! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака на месяц август по неделям, как я это делала для остальных других знаков, если вы видели накануне. В целом мы сделаем расклад по 4 неделям на 3 колодах, да, 2 из них будут ведущими, и 3-я в виде оракула будет для каких-то советов дополнительных, которые вам дают, соответственно, карты на месяц август. Итак, перед тем, как начать расклад, я напомню вам, Овны, что я очень рада новым сообщениям, новым комментариям, которые вы оставляете под видео, поэтому не стесняйтесь, пишите, если вам расклад нравится, если он перекликается с той ситуацией, которая происходит в вашей жизни. В любом случае, буду очень признательна за такую обратную связь. Более того, не забудьте подписаться, кому интересен этот расклад, или поделиться этим видео с кем-нибудь из ваших знакомых овнов, если вы считаете, что им это видео подходит и тоже может оказаться полезным. Итак, расклад мы делаем сейчас для овнов и смотрим, что у нас получится по 4 неделям месяца августа. То есть карты я буду выкладывать в виде таких колонок. 1, 2, 3 и 4 недели. И будем смотреть, какие карты в каких сочетаниях у вас выпадают. Итак, 1 неделя, 2, 3 и 4. И смотрим еще одну колоду. 1 неделя, 2, 3 и 4. Итак, что здесь у нас есть? Ну, прежде всего, есть у нас здесь карта башня, да, но карта башня здесь изображена в прямом положении, и, в принципе, в прямом положении можно говорить о том, что она говорит также о каких-то, возможно, внезапных событиях, которые происходят в вашей жизни, но они, скорее всего, будут вам как будто бы во благо, либо, по крайней мере, будут вести к каким-то хорошим, пусть и резким, конечно, и неожиданным переменам, но переменам в вашей жизни, которые, возможно, будут нарушать привычный уклад. Возможно, после этого изменения последует стремительный прорыв, импульсивный прорыв вперед. То есть здесь может произойти какой-то внезапный кризис, что-то будет заставлять вас действовать, может быть, действовать на эмоциях, потому что здесь есть карта этого рыцаря жезлов, который является вашей стихией-то в принципе, да, и может говорить о том, что вы здесь можете реагировать достаточно импульсивно, решительно, как-то порывисто. Возможно, вы хотите на 1 неделе резко уйти от какой-то разрушительной ситуации. Возможно, здесь взрываетесь гневом или агрессией. И да, здесь может быть в отношениях, допустим, какое-то разногласие или какой-то скандал. Или в работе какие-то такие изменения, тоже опять-таки либо конфликт определенный, либо какие-то значительные изменения в делах, в проекте, после которого следует как постройка чего-то нового проекта, да, что-то меняется. То есть вы как будто бы рубите с плеча, совершаете опрометчивые поступки, потому что возникает такая ситуация по этой карте башня. Но опять-таки ничего такого прям ужасного, я думаю, что здесь не будет. Следующая неделя, здесь у вас на 2 неделе выпадает 3 кубков. Причем есть она здесь у вас в прямом положении. И в прямом положении она самая позитивная, что ни на есть, несет в себе смысл и позитивное значение. Но здесь же она с 5 пентаклей сочетается. И с 5 пентаклей именно в такой компании, в таком тандеме, если на них смотреть, то можно говорить о том, что вы как будто бы переходите в ситуации, где вы знаете, как будто бы вы, находясь среди людей, чувствуете какую-то отстраненность и как будто бы одиночество, даже находясь в толпе людей. То есть ощущение одиночества и покинутости возможно на фоне всеобщего веселья или праздника. То есть все вокруг как бы хорошо, все радуются, у всех все замечательно, а вы почему-то чувствуете себя немножечко отчужденными. Также здесь может быть какие-то расходы, идут траты финансовые на увеселительные какие-то мероприятия, на какие-то
не знаю, празднование, на что-то такое, вот, что доставляет радость, но при этом беспокоит вас то, что тратится на это много денег. Соответственно, тоже могут быть, да, как бы вроде бы хорошее значение тройки кубков, но при этом нехватка финансов, и она может немного вас беспокоить, либо здесь какая-то возникает еще ситуация вас беспокоящая, и в трудную минуту, возможно, вам не хватает поддержки ваших друзей или вашего коллектива, как будто бы вы не чувствуете этого участия, да, тех людей, от которых вы этого ожидали участия. То есть в целом здесь может быть такое ощущение, как изгнание из общего круга, да, или ощущение одиночества. Ну да, или я говорила, пустые траты, то есть что-то вот вы тратите на увеселительные какие-то штуки, но при этом потом можете переживать, что потратили слишком много. Карта 8 мечей и карта 7 чаш, которая здесь у вас дальше есть, и 7 чаш у вас, само собой, здесь в прямом положении, а вот эта карта 8 мечей, которая здесь у вас есть, она в прямом положении, но в принципе она в любом из положений как бы не является такой уж хорошей, эта карта. Поэтому, ну, что можно сказать? Можно сказать, что вот такое сочетание с 7 кубков может показывать какой-то самообман, когда вы по 7 кубков строите иллюзии, воздушные замки, и они загоняют вас в тупик. Да, возможно, в каком-то плену иллюзий находитесь или испытываете нерешительность в какой-то ситуации. Возможно, вы себе сами придумали какие-то преграды, и поэтому не можете принять решение, сделать какой-то выбор, потому что, ну вот, придумываете себе, почему вы не делаете то или иное действие, да, почему вы не можете выбрать тот или иной вариант, потому что там думаете, что столкнетесь с определенными проблемами, или это не для меня, или это там заведет меня в тупик, или вот какие-то такие вот надумываете себе истории. В принципе, эта 7 кубков, она в целом дает очень много фантазии. Вы можете просто потерять ориентир и потом бояться из-за страха, из-за этой потери ориентира, в принципе, какое-то решение принимать. То есть боитесь сделать выбор, и из-за этого как будто это парализует вашу волю. Вам может казаться, что нет выхода, возможно, что нет вариантов. Может быть, такой тоже вариант, да, как будто немного вариантов, а вы думаете, что их нет, этих вариантов, что их нет. И также здесь, в принципе, могут быть какие-то несбыточные мечты, которые тоже загоняют вас в рамки, в кризис. Поэтому вам нужно постараться здесь снять розовые очки по 7 кубков и посмотреть своим страхом в лицо, в глаза, для того, чтобы не бояться. На 4-й неделе здесь же у вас уже есть карта дьявола, и причем карта дьявола, вот видите, она интересно так в этой колоде изображена, даже в положительном, в прямом значении, вот такая красивая, да, в перевернутом значении здесь вот она, эта карта дьявола. Я в любом положении обычно ее не очень люблю, но в принципе, да, эта колода права, действительно в прямом положении. Действительно, есть очень много позитивных черт у этой карты, но здесь она именно в перевернутом положении. И можно говорить о том, что в прямом положении, вместе с вот этим вот тузом мечей, который здесь у вас есть, решительных действий туз и каких-то решительных изменений в вашей жизни, возможно, здесь эти изменения по мечам, по тузу мечам означают освобождение от какой-то тяжелой зависимости или от какой-то манипулятивной ситуации. Возможно, вы как будто бы проходите здесь ситуацию, где вы разрушаете старые иллюзии, отсекаете от себя то, что вас пугало или то, что вас обременяло, разрушаете эту ситуацию и совершаете своего рода ментальный прорыв, потому что туз мечей — это ментальное, это психическое, это все, что связано с мышлением. И у вас как будто бы здесь совершается период манипуляции, когда вами кто-то манипулировал, или вы какие-то слабости свои давали им волю, этим слабостям, да, и они, возможно, тоже вами манипулировали. Возможно, вы узнаете какую-то резкую правду, которая прям откроет вам не резкую, а быструю правду, которая резко откроет вам глаза на какую-то ситуацию и сбросит оковы по вот этому вот дьяволу. Здесь оковы есть, ну, вот на этом человечке, да и в принципе всегда в каждой колоде практически рисуются такие наручники и кандалы. То есть сбрасываются вот эти оковы, потому что вы видите ситуацию ясно, как будто вы четко понимаете происходящее и готовы избавиться от каких-то кабальных условий. Возможно, здесь вы отказываетесь
отказываетесь от каких-то нечестных сделок, если мы говорим о работе, или в любви, в отношениях, может быть, резкий там разрыв болезненных или зависимых отношений. В здоровье, кстати, может быть очень хорошее значение, потому что вы можете осознать какую-то свою вредную привычку и просто с ней решить бороться, там бросить курить, допустим, или что-то в таком духе. То есть, в принципе, значение может быть даже очень позитивное. Давайте посмотрим, что здесь еще оракул магических посланий ангелов, да, вам посоветует, какую карту сегодня вы получите из этого оракула. Овны. Да? Что ожидает наших овнов? И, собственно, даже не что ожидает, а как вам следует поступать, что вам следует делать в августе месяце, и какой совет вы получите от своих ангелов в этом месяце. Да? Твердость. Сохранять стойкость, сохранять твердость в этом месяце. То есть постараться здесь, несмотря на вот эти вот все перипетии, которые у вас есть, возможно, какие-то сложности, которые у вас возникают, сохранять твердость духа. Возможно, вам здесь нужно будет возможно, решать какие-то проблемы, уверенно, целеустремленно. Возможно, вам нужно будет постараться не агрессивно реагировать на какие-то вещи, а решать конфликты с честностью, с любовью, да, без какой-то агрессии, то есть просто с твердостью духа. Здесь может быть очень хорошая ситуация в этом месяце для личностного роста, но через какие-то вот такие вот кризисные, возможные ситуации. Но в любом случае здесь вам необходимо вот эта вот твердость, которую вы должны проявлять, возможно, говорить правду в лицо каким-то людям, да, то есть не скрывать своих истинных чувств, не прятать свои обиды или какие-то свои мысли, а высказывать то, что вы думаете. В любом случае, да, направлять ваши слова и действия и не бояться проявляться в любом варианте, чего бы это ни касалось, какой бы сферы ни касалось. Даже, вот знаете, когда обстоятельства требуют, чтобы вы, допустим, говорили какую-то правду, которая кому-то не нравится, вам все равно это следует сделать, не бояться, что это кого-то там обидит или это как-то отразится негативно, да, потому что если вы будете держать этот негатив в себе, в любом случае, или какие-то токсичные отношения удерживать, или по карте дьявол позволять себе манипулировать кем-то, или наоборот, чтобы вами кто-то манипулировал, то это не будет для вас сказываться наилучшим образом, да, на вашей жизни. Поэтому проявлять твердость и отсекать что-то ненужное. А может быть, твердость в том, чтобы избавиться от какой-то вредной привычки. А твердость в том, чтобы посмотреть своим страхом в глаза, тоже как вариант. Твердость в том, чтобы не поддаваться каким-то соблазнам, искушениям, не тратить лишние деньги, допустим, в этом месяце. Вот все, что касается вот такого вот проявления вас, как реакции на ситуации, которые происходят в августе. Итак, овны, на этом сегодняшний Таро-прогноз для вашего знака зодиака. Мы завершаем на август месяц. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.